Город был покрыт толстой свинцовой пылью, пахнущей тленом и горящей резиной. Перекореженные машины, обгорелые плиты зданий. Черные мешки с мусором и трупами валялись на моем пути. Сапоги мои утопали в зловонной жиже. Иногда я слышал странные стоны, железный скрежет. Солнца не было видно уже больше года. Толстый смог заслонял свет, как занавес. И вот я у себя в моем жилище стараюсь собрать осколки своих воспоминаний. Для меня нет ничего важнее, чем наблюдать калейдоскоп моего воображения, где все чаще появляется любимое мое лицо. Я не выхожу из дома уже много лет. С того момента, как свобода была объявлена нецензурным выражением, а мыслить стало разрешено
лишь о 5 самых важных вещах. О болезнях, гигиене, о соблюдении правил, еде и самоликвидации. Мне в виде исключения было дано разрешение, спецразрешение думать и творить. Были на карантине уже 20 лет. Каждую неделю приходило паукообразное существо в наше жилище, которое совершало проверку своими мини-камера-глазами. А уже давно, как никто и ничто не приходит ко мне. Я сижу и сижу, у меня не возникает даже желания выйти на улицу, так как воспоминания о последних проведенных там днях не дают мне покоя даже во сне. Первый раз я увидел ее в феерических огнях ночного клуба. Она извивалась, как змея среди невидимых танцоров.
Тогда я не решился к ней подойти. Потом я увидел ее в музее, где она со смирением взирала на полотна Рембрандта. Мы проводили дни и ночи вместе. Больше 2 недель. А потом лишь изредка обменивались телефонными звонками после моего отъезда в другую страну. Мы, люди, не ценили тогда рай, который был нам дан. Луч солнца, шелест листьев, свист ветра. Слишком легко поддались мы этому злу, которое затянуло нас в черную дыру. А те, кто пытался сопротивляться, были объявлены безумцами. Что же скрывается за занавесом смерти? Может быть, пустота? Или другая жизнь, более ужасная, чем эта? Иногда я думаю, что там может быть прекрасная декорация, где я мог бы вновь скользить по волнам счастья. Свобода, дружище, она должна быть внутри. Я не боюсь надзирателей. Ни с того, ни с этого света. Я не верю ни в рай, ни в ад. Если мне что-то надо, я это возьму. И мне плевать на ту, кто перейдет мне дорогу. Я с ним церемониться не буду. Глянь. Людишки. Идиоты. Сами строят себе тюрьмы, сами же их охраняют. Тупое стадо баранов, которые верят каждому слову, которое доносится из этого говна ящика.
ты боишься, что их истребят. Да и хрен с ними. Да они... Ты пойми, чем меньше этой твари будет на земном шарике, тем нам с тобой веселее будет жить. Алло. Что? Не может быть. Мерзавцы. Так, ладно. Надо сейчас что-то срочно предпринять. Вы решайте. Я занят, сейчас перезвоню. Угу. Давай. Да. Не время быть страдающим гуманистом. Хочешь знать мое мнение? Ну, слушай. Я считаю, ты совершаешь большую ошибку. Если я тебе раньше помогал, то сейчас извини. Я помочь не смогу. Хоть мы и старые друзья. Если ты выступишь, тебя сначала сделают изгоем, посмешищем, а потом и вовсе грохнут. Ты хоть понимаешь, против кого ты хочешь выступить? И ради чего? Ради свободы человечества. Да нахрен эта свобода нужна? Чем ее больше, тем люди больше сами себя боятся. И готовы отдать свой голос и права кому угодно, любой демократии. А спасители мира, как известно, во все времена на костре сжигали. И ты рискуешь стать следующим. Такие герои, как ты, никому не нужны. Нет, я поражаюсь твоей недальновидности. В шахматы играешь великолепно, но в жизни дальше своего носа ты не видишь. Не видишь. Хотя чего удивляюсь-то, а? Шахматисты народ недалекий. Особенно те, кто политикой увлекаются.
А твоя подруга? Она дура. Хочет, чтобы ты рисковал собственной шкурой. Ради чего? Нет. Пускай она сама со всем разбирается. Пускай сама штурмует свои ветряные мельницы. Тебе чего ввязываться? Да те ж там в пыль сотрут. Она вообще ничего не смыслит в этих делах. Она даже не понимает, что уже давно нет никаких прямых эфиров. Ночью я не крепко сплю и часто просыпаюсь с болью в сердце и чувством вины. Ведь вначале я стал под знаменем так называемых спасителей человечества, еще не осознав до конца, что геноцид всегда прикидывался гуманизмом. А сейчас я чувствую, что внес вклад в тот ужас, который поглотил землю. Я хотел бы вернуться в то время и остановить путь на Голгофу. А прошло лишь совсем немного времени. И все увидели сущность этого ада. Но было уже поздно. Мир рухнул. Да здравствует новый мировой порядок. Да здравствует ад. Безнадега, смерть и мучение. Как же жить без них?
это нужно? Все равно никто ничего читать не будет. Зачем вообще что-то нужно писать? Пусть все идет прахом.
Кричишь, вопишь, не даешь покоя, но уйти некуда. Моя милая сестра, тебя мне так жаль, что ты без вести пропала. Но это не моя вина. Моя вина в том, что я не убил тебя, пока еще было время. А бремя мечты — это кошмар. Как нежно бы я тебя душил, моя сестренка. Как же я мечтаю о грезах несбывшегося, красном поле, пронизанном маками, цветах на дальнем берегу, золотившихся в лучах восходящего солнца.
Здравствуйте. Вы слушаете Мега Новости 24 с Александром Новиковым. Пандемия не отступает из-за того, что в стране остается около 3% непривитого населения. Всех, кто знает местонахождение антипрививочников, просим позвонить по телефону доверия. Только с вашей помощью мы можем побороть пандемию непривитых. Цифры максимальные за все время пандемии. Максимум по смертности и числу заражения. Зараженных почти 8 миллионов по всей стране. И количество смертей за последнюю неделю превысило 270 тысяч человек. Крематории не справляются с работой. За распространение ложных сведений о вакцинации в стране введена высшая мера наказания – смертный приговор. Сегодня утром по этой статье осудили Евгению Корнилову, сотрудника фармацевтической компании «Майзель». Она была уважаемым ученым и одним из главных разработчиков вакцины. К сожалению, она встала не на ту сторону закона и стала противником принудительной вакцинации. Скорбим и помним. Известный бизнесмен Кирилл Фомин был найден мертвым в ванной комнате отеля в городе Томске. Ему было 35 лет. Он скончался от огнестрельного ранения в голову. Полиция считает, что причиной смерти послужило самоубийство. Полиция просит помощи очевидцев исчезновения Анастасии Андерсон. Последний раз ее видели неделю назад, когда ее сажали в машину двое неизвестных. Возраст 28 лет, ее рост 178 сантиметров, светло-русые волосы ниже плеч, зеленые глаза, стройное телосложение. Просим всех, имеющих о ее местонахождении какие-либо сведения, срочно позвонить в полицию. Мои мечты как грезы в тумане. Не забуду их никогда. Когда я был весел, молод, и жизнь легка. Цвет времени — это лишь бремя мое. Человек это или нет, кто знает. Его уже нет, как 20 лет. Умные, но безумные глаза прячут тревогу с трудом. Не знаю, сколько времени, что и где. Но будет ли мир велик опять? Я отсчитываю дни, когда я смогу выйти из этого бункера. Давай еще выпьем, а? Ну, что ты хмуришься? Ну, ты что, сбрендил, что ли? Ну, не знаю. Мне ничто не помешает наслаждаться этим моментом. Надо рубить бабло. Бабло наше все. Бабло наша безопасность, наша гласность и наша власть. Настало время рожаться по-крупному и тебе, и мне. Ну, а потом заживем долго и счастливо. Если ты не научишься расслабляться, то правда сбрендишь и будешь как-нибудь сидеть и разговаривать с вымышленным другом. А представь, ты на фронте, ты стреляешь или ждешь, когда тебя убьют. 9 граммов лоб свинца туда градом, молодца! Да ладно, что ты расслабься. Будешь конфетку? Я их целыми днями горстями жру. Расслабишься сразу. Ай, Феликс, мой друг.
скрываются в тенях прохожих, люди смотрят на тебя, словно на призрак. Ты не смей признаваться. Продолжай обманывать, лгать. Никому ты не можешь это рассказать. Как колесо в тумане. Я катился, бежал, не знаю, как уцелел. Сижу в этом бункере под землей. Нет, я не жив. Не раснилось. Ничего этого не было. Мрак накрыл весь мир. И меня тоже. Сижу уже 20 лет. Ты всегда был счастливчиком. Тебе везло буквально во всем. Но как только настали трудности, ты раскис. Ты раскис. Сидишь мне тут, заливаешь про какую-то хрень. Про душу. Про совесть. Да нахуй совесть! Ее придумали гребаные говнокрады. Да, я пахал за свой хлеб. Пахал. А тебе все доставалось легко и просто. С самого детства. Но только вспомни, когда ты остался с голой жопой в долгах, кто тебе помог? Кто тебе дал денег, а? Я. И когда в трудную минуту от тебя все отвернулись. Все! Кто был рядом?
Знаешь, Феликс, ты мой единственный друг, который никогда не продаст меня. А помнишь, как мы с тобой поехали в Сибирь заключить наш первый контракт? На улице минус 50. Машина сломалась. И мы с тобой пешком несколько километров вдвоем. По лютому морозу. Как обмерзшими руками пытались костер развести. Содубили. И вот тогда я понял, что мы с тобой все преодолеем. Все. Мы с тобой не скот. И даже если нас с тобой загонят в угол, лучше пулю в лоб получить, чем быть запертым в клетке. И вот и сейчас нам просто надо собраться. Собрать всю волю в кулак. И пережить эту бурю. Да. Так и будет. Чума — это страшно. Но еще страшнее подлость человека и ничтожность его. Остановить эту проклятую машину невозможно. Чтобы не попасть под ее колеса, нам с тобой надо в нее запрыгнуть и мчаться дальше. А те, кто останется под колесами, ну так это их проблема. Не жалей людей. Они тараканы. Их не истребить. Сколько ни старайся, они всегда будут ползти со всех щелей. Да. Слушай, тебе тоже надо продумать, как спрятаться. Укрыться. Продумать все на несколько шагов вперед. Я подготовился. Купил себе дворец. Правда, под землей, но я считаю, что если пережидать бурю, то пережидать ее с комфортом. А купи себе тоже бункер, а? А чё? Я помогу. Ты понимаешь, что когда все начнется, мы с тобой только под землей укроемся.
Железо, оно мягче, чем я, но я не прошу себе за то, что сотворил я всем, и тебе, и мне. Я твой раб. Молюсь тебя, избавь меня от лукавого, или помоги мне. Дьявол, Бог или сатана, только одна мечта. Прости меня, погуби меня, воскреси меня. Тот мир, где был я, там Бог ушел от нас. Или мы, люди, согрешили и сожгли. И остался только призрак сатаны. Дай мне знак, что ты жив, Бог. Помоги грешнику. Покажи, что такое любовь и как победить этот мрак. Я не вижу ни неба, ни земли. Дай мне знать, Бог, что ты есть. Только глянь. Только тлен и гниль в душе моей. Просыпаясь и впадая в отчаяние, почему я тут? Не могу ни видеть, ни слышать, ни читать. Как будто я застрял в этом закутке между жизнью и смертью, и не знаю я, где я на самом деле. Может, уже в аду. Может, дай мне надежду. Феликс, ну ты прям типичный русский интеллигентишка, а? Сидишь, что-то думаешь о смысле жизни. Вот только, брат, никакого смысла в ней нет. Никакого.
Лица сменились на маски. Даже теперь, когда я смотрю на человеческие лица, я не узнаю их. Для меня они все равно маски. Просто резиновые. И омерзительно гладкие.